Сегодня мы отправимся в город Бат, один из самых красивых и атмосферных городов Англии. Он расположен в живописной долине реки Эйвон. Как обычно, в город мы отправились рано утром, поэтому по плану у нас было сначала позавтракать. Но мы не смогли пройти мимо очаровательного магазина с игрушками и потратили на него некоторое время. Как говорится, все лучшее детям, но даже нам понравилось рассматривать этот магазин. Для завтрака у нас был забронирован Cozy Club, который уже не в первый раз появляется в моих видео. Мы хотели маме показать эту атмосферу. Там подают вполне неплохие завтраки. Ну и мама хотела попробовать English breakfast. Город Бат или Баф получил свое имя благодаря римским баням, термальным источникам, которые до сих пор привлекают сюда туристов со всего мира. В римских банях проводятся регулярные экскурсии, но мы отложили это на следующий раз. Пока не стало сильно жарко, прогуливаясь по городу, мы первым делом решили отправиться в Батвик Медоу. Это поле, расположенное на востоке города, с которого открывается потрясающий вид. Одно из самых узнаваемых мест города Бат – это водопад Палтони и его мост. Один из немногих мостов в мире, на котором по обеим сторонам расположены магазины. Если свернуть с моста в секретный проход, то можно подойти поближе к водопаду, а точнее к искусственному порогу реки Эйвон. Порог был построен еще в XVIII веке, чтобы регулировать уровень воды в реке и защищать город от наводнений. Современная форма подковы появилась в 1970-х годах, специально чтобы сделать течение более управляемым и зрелищным. Сюда мы еще вернемся, но сейчас гуляем дальше. Направляясь к холму, мы шли вдоль английских каналов. Это не просто живописные водные дороги, это настоящая сеть, проложенная в XVIII и XIX веках, когда по ним перевозили уголь, стройматериалы и товары по всей стране. Сегодня по этим каналам неспешно плывут прогулочные лодки. Их еще называют узкими лодками. И нам повезло увидеть, как они поднимаются по каналам через шлюзы. Сначала шкипер швартует лодку у шлюза и выходит на берег. И если поблизости еще одна лодка, то ее нужно дождаться. Две лодки спокойно помещаются в канале. За ней закрываются ворота. Затем открываются верхние клапаны, и внутрь шлюза начинает поступать вода,
и следующего более высокого уровня. Лодка вместе с водой медленно поднимается. Когда уровень выравнивается, верхние ворота открываются, и лодка продолжает свой путь. Работать с шлюзами – это часть канальной жизни. Это не автоматизированный процесс, все делается вручную. И иногда нужно подождать, уступить встречной лодке, а иногда помогать другим открывать тяжелые ворота. Это создает особую атмосферу. И я очень рада, что мы это наблюдали. Вот мы и добрались до нашего холма, с которого открывается потрясающий вид. И знаете, у нас получился даже какой-то небольшой хайкинг, но это того стоило. Мы совершили длинную прогулку, чтобы сюда дойти. Но это нам позволило посмотреть на город немного с другой стороны, не с туристической. Иногда, просто гуляя по городу, бесцельно, без какого-то плана, можно о нем узнать намного больше, чем, например, из туристического гида. Как всегда, мы не смогли пройти мимо объявлений о недвижимости. Это наша любимая игра. А это еще одна достопримечательность Бата. Циркус. Это очень красивая архитектура. Дома, которые построены по форме круга. С высоты птичьего полета это место похоже на солнечный диск, разделенный улицами. И в этом не случайность. Архитектор вдохновлялся древнеримскими амфитеатрами и даже верил в мистическую геометрию города. Вот мы и вернулись к водопаду. А вернулись мы, чтобы прокатиться по реке на лодке. И это было хорошим решением, ведь за весь день прогулок по городу мы очень устали. А на лодке у нас было время отдохнуть и продолжать любоваться городом. Благодаря видам, которые открывались перед нами, поездка на лодке была совершенно не скучной.
magical essence, pure and sublime. Charismatic energy breaking every line. Phenomenal beauty, fragile yet strong. Enchanting rhythm of her inner song. Aristocratic grace, soft and bright. Soaring spirit, an incredible light. Unpredictable, passionate, wild and free. Magnetic presence, can anybody see? Inspiring movement, deep in her soul. Irresistible power, taking full control. На реке ведется довольно активная жизнь. Там проплывает много маленьких лодок, кто-то катается на катамаранах, кто-то занимается рыбалкой. В конце маршрута открывается также красивый вид на еще один водопад и красивый мост. Inside her heart, charming, explosive, a work of art. Tender yet powerful, delicate frame, unpredictable spark, impossible flame, magnificent movements, a celestial dance, capturing moments in one single glance. Unpredictable, passionate, wild and free. Magnetic presence, can anybody see? Inspiring movement. На обратном пути мы рассматривали частные пирсы и выбирали, на каком бы мы встретили закат или в каком домике мы бы предпочли пожить. Exotic princess with a volume trick mind, energetic, passionate, one of a kind. Transcendent beauty, beyond every norm. Challenging gravity, breaking each form. Incomparable, royal, dynamic and wild. Irresistible, soaring, perfectly styled. Captivating essence from heaven above. A universe spinning around her own love. Incomparable, royal, dynamic and wild. Irresistible, soaring, perfectly styled. Captivating essence from heaven above. A universe spinning around her own love. Последним, что мы посетили в городе, это было аббатство святых Петра и Павла. Это не просто церковь, это здание, которое стоит на месте одного из древнейших христианских храмов в Англии. Но если честно, мне кажется, каждый город, который мы посещали, примерно то же самое говорит о своем аббатстве. Древний камень, да. Но как бы там ни было, мне очень нравится заходить в эти церкви. Это всегда красивая архитектура и особая атмосфера.
He came in slick with a silver tongue, flashing that grin, acting so young. Told me I was the only one, but baby I ain't dumb, I ain't the one. Checked his phone, saw her name, same damn story, different dame. Left his cologne on someone else's bed. Oh honey, I read you before you said, you know he is a... И каждый раз мы не можем пройти мимо этого магазина с мармеладками. Боже мой, Рома по ним сходит просто с ума. Did you think I'd call you miss ya? Now I'm glowing in the picture. Baby, I got truth, and she looks better in my shoes. После закупки мармелада можно отправляться на поезд. Уже было пора возвращаться домой. Different scripts. Newsflash, babe, I don't skip the flips. Play the fool, that's cute of you. But I'm the queen and I see through. Every smile, every baby, please save it for your side piece. Jeez, you know he is a liar, a big old liar. He's a liar. Зато мармеладки еще какое-то время по пути обратно развлекают ребенка. Это была очень красивая поездка. Еще увидимся!